Всем привет, друзья! Осень, 15 октября. Сбор винограда в полном разгаре. Сегодня хочу вам показать, как я готовлю в домашних условиях домашнее вкуснющее вино. Вино я буду готовить со своего винограда. Вот такой вот виноград. У меня Молдова. В этом году винограда я собрал около 100 килограмм. У себя на плантации и у родителей. Хочу показать вам, как приготовить вкуснющее вино, вкуснющую знаменитую чачу, самогоночку, ну и другие вкуснющие напитки, которые мы будем уже делать с готовой продукции. Ну что, нарезаем виноград для начала. 15 октября. Я весь мокрый. Плюс 25. Вот и осень пришла. Погодка шепчет: сделай вино. Нарвали виноград, собрали. Какой-то виноград я от родителей привез. В общей сложности у меня здесь около 100 килограмм. Бочки у меня по 80 литров. Ну, где-то чуть больше, чем половина, 2 бочки у меня здесь винограда. Берем, не жалеем руки. Можем, в принципе, сразу сложить в бочку и залезть, раздавить его весь ногами. Ну, у меня поместится только одна нога, поэтому ногой, такая как у Коли нога, вообще туда не поместится. Ну, ему просто рукой можно. Начинаем давить виноград руками. Просто берем, ну, конечно же, здесь нельзя не испачкаться, поэтому берем, пачкаемся и давим его. Вот так вот берем, вблизи показываю. Не боимся испачкаться, полностью его как перетираем, давим. Вот давим, такой жмык, чтобы получился у нас. То есть нам нужно передавить все, чтобы у нас не было целого винограда, чтобы не было, чтобы все было раздавлено. Выглядит не очень красиво, но по-другому никак не сделать. Ну, некоторые умельцы, конечно, берут дрель, берут венчик, но я пробовал, наматывается на венчик, неудобно. Кстати, у кого есть какие пожелания, предложения, тоже можете писать, оставлять комментарии. У кого есть пресс, тоже очень удобно прессом. Ну, я не такой масштабный винодел, делаю для себя только вино, поэтому я так вот все передавливаем, полностью весь виноград. Руками не надавишься, поэтому я делаю по-своему, показываю, как быстро это сделать. Весь виноград забрасываем в бочки сначала. Кстати, все листики, если попадается зеленый виноград, обязательно отсюда нужно достать, извлечь, потому что зеленый виноград будет давать кислоту, ну, там нету ни сахара, ничего, он только будет мешать. Поэтому все листики, весь зеленый виноград сразу убираем. Это первая бочка. Вот так вот весь виноград сложили. 2 бочки. Ну, по 50 килограмм где-то. У нас на улице, повторюсь, в Краснодаре 15 октября и довольно-таки тепло. Днем плюс 25 где-то. Поэтому у меня они будут стоять на улице. Ну, у кого есть подвалы, можно и в подвал поставить. Ну, можно и в дом поставить, и хоть в квартире. Главное, чтобы было тепло, чтобы играл виноград, бродил. Бочки помыли. Далее хорошенечко моем ноги. Просто залезаем и начинаем давить виноград. Он очень легко давится, превращаясь в однородную массу. Так сказать, выжимаем весь сок с нашего винограда.
переходим ко второй. То же самое также давим. Нога приобрела прекраснейший синеватый оттенок. Ничего страшного. Так, проверяем теперь, как мы хорошо раздавили виноград. У меня получается где-то объемом 60 литров винограда. Я его сейчас подавил, получилось где-то полбочки. То есть, ну, по 40 литров получилось здесь винограда, если массой. Вот, объемом было 60. Я добавляю по 3 литра воды в каждую бочку. Вода обыкновенная с колодца. В одну бочку добавили 3 литра воды и в другую бочку добавляю 3 литра воды. По вкусу это очень сладкий, виноградный, вкуснющий сок в настоящее время. Вот здесь вот у меня вот так на улице стоят бочки. Все, виноград подавил, не видно, отсвечивает. Воды налил. И последнее, что, естественно, обязательно бочки все накрыть, закрыть. Плотно я не закрываю, чтобы не взорвалось, потому что будет играть. Чуть-чуть приоткрываю их. Завтра покажу, завтра в полном ходе будет процесс происходить брожения. Покажу, вы увидите, как это все наглядно выглядит. Все готово, вино начинает играть. Открываю бочку, постараюсь показывать каждый день, как все выглядит. Вот так вот все выглядит. Я еще не мешал, показываю, в каком все состоянии. Вот видите, какое брожение пошло, все бродит. Сейчас я все это перемешиваю. Вот так вот все бродит. Сейчас я все перемешиваю. Перемешивать желательно раз-два в день. Ну, я мешаю по вечерам. То есть вот он у меня стоит на улице. У нас сегодня 16 октября. На улице плюс 27. Поэтому, ну, достаточно ему, чтобы играло оно. Так вот все играет, все шипит. Сейчас перемешаю полностью. И пускай дальше стоит. Завтра будет второй день. Покажу, как все будет выглядеть. Следующий день. Второй получается. Так, показываю, что происходит. Снова такая вот шапка образовывается. Вот так вот происходит играние винограда. Снова перемешиваем всю шапку. У нас сегодня 17 октября. На улице плюс 32. Краснодар. Вот так вот играет. Шипит все. Пока что еще я пробовал на вкус. Оно сладкое, поэтому перемешиваем. Накрываем, пускай дальше продолжает играть. Итак, третий день, 17 октября. Вот так вот продолжает играть. Видите, как играет. На улице хорошая температура у нас, плюс 27 сегодня. Снова перемешаем сейчас. И смотрите, что мы делаем на третий день. Сейчас я перемешаю все это и с другой стороны покажу. Так вот, вторая бочка. Так все играет. Тоже перемешиваем ее. Хорошенечко. И что мы теперь делаем? По вкусу у нас немножечко осталось сладости, в принципе он уже доиграл. Теперь мы отделяем весь жмых. То есть берем, вот так вот выдавливаем, отжимаем все вот эти веточки. В общем, называется это жмых. Вот это все я выбрасываю. Некоторые с этого делают чачу,
перебраживают, еще раз можно поставить, добавить сахара. Но я этого не делаю, поэтому я достаю, все это выбрасываю. Кому нужно много вина, там, кто любит делать самогонку со жмыха, пожалуйста, можете добавить, отделить, добавить сахара и еще сделать одну порцию вина там и самогонки. Теперь все это отжимаю и отделяю. Жмых сюда, здесь останется у нас только уже молодое вино. Поехали. Отделил я весь жмых, у меня здесь осталось молодое уже вино. Ну, еще его, конечно, я процежу. Еще здесь есть сейчас семечки, немножечко шелухи такое. Ну, в принципе, это уже готовое почти вино. Смотрите, не пропустите момент, оно должно быть немножечко сладкое. Ну, вот на улице у нас хорошая погода, тепло, в принципе. Вот у меня ровно 3 дня оно играло. То есть я его теперь отделил. Смотрите, у меня осталось где-то по полбочки. Теперь я его соединю в одну бочку, чтобы меньше места занимало. Вот теперь у меня все в одной бочке. Я оставляю тоже на улице, потому что на улице еще, в принципе, тепло. Даже сейчас вот 8 часов утра, и я мокрый еще. Ну, плюс 27, ну, днем где-то 32 точно будет. Теперь все это я накрываю крышкой по мере возможности, так, чтобы сюда меньше поступало воздуха. И идем дальше, готовим домашнее вино. Так, про между прочим, объясню. Многие не знают, и многим интересно, с чего делают настоящую чачу. Друзья, чачу делают вот с этого, то, что я выбрасываю. Я настоящую чачу делаю вот с этого, с готового домашнего вина. Поэтому, так, для общего понимания, для общего мировоззрения, чтобы вы знали, то есть вот с домашнего вина делается чача. Я покажу в дальнейшем, как ее, естественно, делать. А многие, 90% чачу делают, ну, с мусора. Я это выбрасываю. Конечно, это можно поставить, добавить сахара и перегнать, и будет вам чача. Ну, спрашивайте, интересуйтесь. Вот с этого самая лучшая домашняя чача. Все виноделы и самогонщики мира поймут меня. Как прекрасен этот звук, эти бульбаши. Осень пришла. Ну что, 4-й день. Вино стоит, играет, доигрывает. 19 октября. Пошел дождик. И сегодня мы уже будем разливать вино, чтобы оно доигрывало. Доигрывает уже вино. В принципе, открываю, покажу вам сейчас, как это все выглядит. Вот такая вот небольшая шапка. Уже оно почти доиграло. Попробуем на вкус. Молодое винишко. Вкуснятина. Тут можно так напробоваться, что не остановиться, пока не упадешь. Вино бомба уже, конечно, получилось молодое. Это называется сырое молодое вино. Обалденно вкусное. Сладости уже нет, но оно и не кислит, естественно, потому что, смотрите, кислоту ни в коем случае нельзя допустить, чтобы весь сахар исчез, тогда превратится все это в уксус, и мы просто выльем. Шикарнейшее вино получилось. Вот оно доиграло, в принципе, видно по пузырькам, потому что еле-еле. Давай.
еле-еле уже оно играет. То есть оно в принципе выиграло. Дрожжи весь сахар переработали, поэтому я что делаю дальше? Мы его начинаем очищать. Как я его чищу? Сеточка, сосуд, где будет уже вино доигрывать. Сначала я в обычное ведро, хорошенечко, конечно же, его промыл, я буду сюда процеживать вино. Убираем полностью весь шмурдяк. Все остатки, естественно, я вот эти выбрасываю, они нам больше не нужны. Многие из этого делают еще вино, то есть высыпают, добавляют сахар, и чтобы оно еще раз переиграло. Ну, я не делаю, у меня достаточно винограда, поэтому я это просто выбрасываю. И после того, как я все очищу, будет чистое вино, и я его перелью таким вот образом. Назову это в большой сосуд. Сосуд с вином, где оно уже будет у меня доигрывать. Чтобы вас не утомлять, сейчас я его очищаю и набираю сосуд. Полный баллон не наливайте, потому что еще может подниматься шапка и будет через верх идти. Значит, вино теперь я заношу в дом, чтобы оно стояло, доигрывало при комнатной температуре. Мы прекращаем, в принципе, закрываем процесс брожения. И нюансик еще, смотрите, чтобы сюда не попадал кислород. Для того, чтобы сюда не попал кислород, сверху можете надеть резиновую перчатку, например. Можете надеть на палечник. Здесь делаю 2 проколика, чтобы не раздувался, не надувался шарик. И спокойно наше вино будет доигрывать в домашних условиях. Я сейчас в дом занесу, и в принципе, ну, сейчас оно поднимется, шарик, и через часик, через 2 я на видео покажу, как будет происходить доигрывание вина, как будет этот происходить процесс. Вот таким вот образом я вам показал, как приготовить вино в домашних условиях без каких-то лишних усилий, ну, затрат. Виноград у меня свой, и спасибо родителям, родительский. Единственный минус, конечно, черные руки, черные пальцы, но как ни крути, а винишко вкуснющее все мы любим, поэтому можно пожертвовать немножечко красотой, зато у нас будет вкуснота. Вот так вот. Еще раз повторюсь, за 4 дня приготовить домашнее вкуснющее вино. Я же заношу его в дом. Здесь осталось еще немного. Сейчас камерой покажу, сколько осталось. Вот так вот. Ну, еще где-то литров 30 там осталось. То есть сейчас я буду все тоже в сосуды разливать. Готовьте вино с удовольствием. Несложно его приготовить, зато как это вкусно, это настоящее, еще и полезный продукт. Вино домашнее на канале Алкомясо. Спасибо большое за внимание, друзья. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, расскажите, как вы делаете вино, поделитесь своим опытом. Я его делаю именно вот так, как вы увидели. Всем спасибо, пока! Вот я занес в дом буквально 20 минут назад. Вот так вот надулся шарик. Вот так вот оно доигрывает. Дрожжи доедают сахар. Красота. В принципе, доиграет, и вино у нас готово. Единственное, что еще в конце его пропустим через марлечку, процедим. И все, вино готово.